А вас тоже задолбало, что для интеграции куда-либо нейросетей вам обязательно нужна банковская карта в долларах и VPN, чтобы все это работало? И если да, досмотрите это видео до конца. В этом видео я покажу, как завайп-кодить свой собственный агрегатор нейросетей, в котором будут лучшие нейронки, типа Claude, ChatGPT, Gemini, Eleven Labs для озвучки и так далее. Нано-банана для изображений, и все это будет работать без VPN и с рублевой банковской картой. Для начала давайте я объясню боль всех разработчиков, тех, кто находится в России. Для того, чтобы подключить куда-либо нейросети, вам нужно действовать по специальному алгоритму. Он называется API. Это когда системы обмениваются между собой данными незаметно, скрытно, так скажем. Не так, как привыкли обычные пользователи. Потому что обычный пользователь, он заходит на сайт ChatGPT, вносит сюда какой-то свой запрос, тут же получает ответ. Но если я хочу, чтобы это происходило внутри моего Telegram-бота, я должен этот ChatGPT каким-то образом интегрировать в этого Telegram-бота, как раз вот с помощью API. Когда я отправляю запрос в OpenAI, они мне его возвращают, и за каждый такой запрос с меня списывают несколько центов. При этом, если я захожу из какого-то неправильного места, трафик блокируется, я получаю ошибку, и нужно обязательно, чтобы у меня был где-то сервер, где-нибудь там в Нидерландах, например. Так вот, этот порочный круг, он ужасен. А еще ужасно, что если я хочу, чтобы у меня, например, в Telegram-боте или на сайте можно было выбрать несколько моделей, типа Claude, ChatGPT, Nano-Banana от Gemini и, допустим, Eleven Labs для озвучки, то мне нужно будет в каждую платформу зайти, например, platform.ai.com, нужно зайти сюда в настройки, нужно здесь в разделе «Биллинг» пополнить баланс, для этого нужно привязать свою банковскую карту. Я подключил OpenAI, то есть ChatGPT. Хорошо, я должен изучить всю необходимую документацию, которая написана на английском языке, но да бог с ним. Я должен изучить документацию, здесь она написана по одному. Потом я хочу, чтобы у меня был Claude. Я тоже должен зайти в настройки на сайте platform.claude.com, зайти в раздел «Биллинг», пополнить баланс, привязать сюда свою банковскую карту и изучить документацию теперь здесь. То есть мне нужно зайти в документацию Claude, здесь она написана уже по-другому, здесь нам придется изучить лучшие практики и посмотреть, как правильно составлять запросы. Я, то есть, должен запросы по-другому написать. Если я захочу зайти на сайт Eleven Labs и в раздел для разработчиков, я должен сделать прям то же самое. Я должен либо купить подписку за баксы, либо пополнить баланс, затем изучить здесь документацию, научиться правильно формировать запросы и все вот это вот. Зачем? Столько боли. Я нашел, короче, сервис, который называется «Польза AI». В чем прикол? Он работает без VPN, то есть можно с российского сервера или с российского компа слать запросы, они не заблокируются, все будет нормально. Здесь есть модели, какие хотите. То есть, сейчас я вот тут посмотрю выбор моделей. То есть хотите OpenAI GPT 5.4 Pro, пожалуйста, это будет стоить вот столько. Если хотите ChatGPT 5.4 просто обычно, это будет стоить в 10 раз дешевле. А, 5.3 еще дешевле. Gemini 3 Flash Lite Preview, ужасное название для моделей, ну, вообще стоит 20 рублей за миллион токенов. Или, например, я хочу что-нибудь с озвучкой, например, Eleven Labs. 4500 рублей за миллион символов. 9000 рублей за миллион символов, если у нас мультиязычная какая-то система. Потом у нас есть ChatGPT, тоже модель для озвучки и для всего такого. И, ну, все, по-моему, у нас два оператора, да, то есть Eleven Labs или ChatGPT от OpenAI. И все это будет работать по единой документации. То есть вы просто пишете одного типа запросы. То есть если вы зайдете в руководство, то переехать, например, со своего обычного OpenAI API, который вы написали, да, то есть SDK OpenAI, то для переезда сюда нужно просто поменять одну ссылочку. И все, и весь ваш старый код будет работать. То есть он полностью обратно совместим с SDK от ChatGPT. То есть если у вас был где-то чат-бот на ChatGPT, за который вы платили долларами, то теперь вы можете платить за него рублями и прямо из России, то есть без VPN. Короче, мне пришла в голову прекрасная идея, можно ли сделать свой агрегатор, завайп-кодить, в котором будут все эти нейросети, за которые я буду платить рублями и не буду использовать VPN при работе. Давайте сделаем это. Все, что мне нужно здесь завести аккаунт, я захожу в консоль, здесь мне нужно зарегистрироваться, указать свои данные,
И после регистрации я попадаю вот в такой личный кабинет, где мне нужно пополнить баланс, и я вот здесь буду видеть использование по дням, использование стоимости по дням, и здесь я могу получить API-ключ. То есть я могу создать здесь API-ключ один для всех нейросетей, для всех моделей. В этом кайф. Заходим в платежи, пополняем баланс, например, на 200 рублей через СБП. Готово, я оплатил. Теперь у меня счет должен быть 200 рублей. Отлично. Теперь мне нужно выпустить сюда, здесь точнее, свой новый первый API-ключ. Допустим, я его назову, не знаю, Клод, как-нибудь так. Сумма лимита, например, 100 рублей в день. Тип ключа виден только владельцу. Создать ключ. Все, вот у меня получился ключ. Вы его не должны видеть. Да, он скроется через 50 секунд. И теперь мне нужно перейти в документацию. То есть эту документацию я скормлю нейросети для того, чтобы она знала, как работать здесь. То есть вот у нас проверка баланса, тут у нас есть получение списка моделей, текстовые запросы, передача в медиа, выбор провайдеров, функций, структурный вывод. Ну, короче, здесь вообще все расписано. Мне нужно правильным образом передать эту документацию. То есть заходим в начало работы. Здесь можно прям копировать документацию, то есть копировать страницу с документацией. И теперь открываем редактор кода, который называется Visual Studio Code. Вот он у меня уже открыт. У меня в нем установлен не Open код, а Cloud код. В нем создаем новую сессию и отсюда начинаем действовать. То есть нам нужно создать новую папочку для работы с этим проектом. Сейчас создадим ее. Допустим, у нас это будет нейрогенератор, да, или нейроагрегатор. Все, вот у нас есть нейроагрегатор, мы его открываем. И здесь вызываем Cloud-код, новую сессию. Вот этот чатик закрываем, он нам не нужен. И даем задание. Переводим его в режим план mode, то есть чтобы он переключился в режим планирования. И здесь мы ему говорим. Твоя задача создать чат на React. В этом чате у меня будут собраны разные модели нейросетей для работы с текстом, с кодом, с изображениями и со звуком. Под капотом будет несколько разных моделей от агрегатора польза.ai. Я размещу ключик в защищенном файле. Твоя задача — изучить документацию и написать такой сервис, где я смогу в формате чата общаться с этими нейросетями, выбирать нужную модель для работы. И, собственно, это должна быть некая копия того же самого чат GPT или Claude. Сейчас мы ему сформируем вот такую задачу. Claude он написал неправильно. Супер. Так, польза. И он не понял, как правильно пишется. Польза.ai. Вот так. Я размещу сначала ссылку на документацию, просто чтобы он мог изучить. Документация. И можно скормить ему отдельно страницы документации, либо отправить его просто гуглить ее. Ну, то есть, чтобы он изучил. Изучи документацию и составь подробный план. Супер. Теперь отправляем его в режим планирования и ждем, пока он нам напланирует такое вот приложение локальное. Разрешаем ему зайти в документацию. Нормальные ребята, кстати, уже давным-давно делают специальную документацию для LLM-ок, то есть для нейросетей. Если они видят, что нейросеть зашла к ним на сайт, отдается специальный текст llm.txt, и, по идее, там должно быть прописано, куда дальше нейросеть должна зайти, на какую страницу, для того, чтобы найти нужные там документы, нужные файлы и так далее. Вот сейчас несколько запросов закончились ошибкой, а дальше пошло вот один запрос без ошибки, дальше опять пробрасывается с ошибками. Видимо, придется дать конкретные ссылки на конкретные страницы документации. Давайте я остановлю и дам ссылки на конкретные страницы. Например, вот это. Дальше текстовые запросы. Вот эта страница. Передача медиа на вход. Вот эта страница.
И что там у нас есть? Выбор провайдера. Да, вот у нас тут есть всякие разные штуки. Ну, тоже возьмем сюда, закинем. Э, Структурный вывод тоже, наверное, закинем. Что там у нас? Кэширование запросов, да, чтобы экономить. Что еще из документации нам нужно будет? Пока что, ну вот тут есть отдельно по изображениям, отдельно по аудио. Я пока не буду это трогать. Отправлю просто вот эти страницы. Вот актуальные страницы из документации. Пусть он изучит сначала вот эти. Дальше он у меня спрашивает, где хранить API-ключ. Мне, так как нужно только для себя, я возьму первый вариант. Нужна ли поддержка image-моделей, генерации изображения? Да, в чате. Тема оформления по умолчанию темная, пускай будет. Где хранить историю переписок? Local storage или в своей базе данных локальной? Возьмем то, что он предлагает. Local storage этого достаточно для демо, для примера. Так как я делаю сервис для себя, то, в принципе, этого будет хватать. Но если бы я делал, например, сервис на продажу, там нужно было бы делать обязательно бэкэнд, хранить где-то истории переписок там и так далее. Сейчас мы это все не будем делать, напишем по-простому. План готов. Вот он говорит, что нужно построить React-приложение, чат-агрегатор нейросетей, аналог ChatGPT, Claude под капотом, API от Польза AI. OpenAI совместимый, 400 моделей, пустой проект, начинаем с нуля. Здесь он пишет, что нужно сделать, какие файлы создать. Я просто принимаю его план и отправляю его делать. Итак, нейросеть закончила работу. Вот что у нас тут получилось. Структура проекта, функциональность, потоковые ответы, бла-бла-бла. Как начать работу? Нужно добавить API-ключ либо в файле, который называется env.local, либо мне можно просто открыть сайт. Вот он, получился у нас генератор всяких нейросетей. У меня здесь есть выбор моделей. Смотрите, я могу выбрать любую модель сразу здесь. И видео, и изображение, и чат. Например, КВН есть. Супер. Теперь переходим в настройки, и здесь нужно ставить API-ключ. Где мы его получаем? Правильно, мы его получаем где-то здесь. Он у меня уже закрылся, но он у меня остался в памяти. У меня есть буфер обмена, мне нужно просто его вспомнить, как он там. У меня есть clipboard history. Так, вот сейчас мне нужно найти этот ключик, вот он. Мы его вставляем, нажимаем «Сохранить». Так. Что, он сохранился, не сохранился? Не могу понять. Во, у меня есть баланс даже отражается. 200 рублей. Блин, как клево получилось. Я ничего для этого не указывал дополнительно. Можно указать системный промпт, типа ты опытный программист на Python и все такое. Здесь же можно настроить тему, но мне кажется, переключалка не будет работать. Да, светлая темная тема не работает. Температуру, то есть это насколько креативная будет нейросеть, и максимальное количество токенов для ответа, то есть чтобы у нас там не сжигались просто так бабки. Вот у нас чат GPT 4o. Давайте напишем какое-нибудь сообщение. Напиши рецепт сырников. Допустим, так. Напиши рецепт сырников. Просто проверим. Так, у нас даже стриминг работает. Смотрите, то есть сообщение пишется по очереди. Тут немножко поехало форматирование сообщения, потому что вот эти вот циферки 1, 2, 3, 4, ну, давайте пофиксим это. Что делаю? Делаю скриншот, говорю, что слегка поехала нумерация. Все получилось здорово, я все запустил, привязал ключ, теперь все работает, но нужно подправить форматирование ответов от текстовых нейросетей. Там список съезжает, нужно, чтобы а, цифры в списке нумерованном шли вместе с текстом. Все, надиктовали, сейчас ему прикрепим скриншот, и он должен это пофиксить, то есть он должен это подправить. Но смотрите, с одного запроса у нас все получилось. Работать будет без VPN, с оплатой в рублях. То есть я сейчас попробую обновить, кстати, баланс, и сколько у меня. И баланс изменился сразу же. 199 рублей. На рецепт сырников я потратил 34 копейки, 36 копеек, правильно? Тут за 36 копеек никто бы мне не написал, конечно, такой рецепт. Ну ладно, давайте попробуем что-нибудь прикольное. Например, попробуем не OpenAI. Так, у меня вот тут что-то мне не нравится верстка. Тут поехала с изображениями у нас, с аудио. Давайте аудио попробуем. Так, попробуем GPT-4o. Создадим новый чат. Кстати, будет ли новый чат создаваться? Отлично, создается. Так, а сможет ли он озвучить мне что-нибудь? Text to speech.
Озвучь фразу «Добро пожаловать в Казань». Не знаю, это первое, что пришло в голову. Так. И, по идее, должен был быть какой-то аудиоответ, но он не справился. Ладно, это нужно править отдельно. Это было ожидаемо. Так, суть правки. Вот здесь он написал. Мгм. Перезапусти страницу. Нумерованный список теперь должен быть нормальным. Да, вот, все. Нумерованный список у нас здесь поправился, но аудио не работает. Ну и хер с ним. Попробуем изображение. Аудио мы еще успеем поправить. Найдем здесь какой-нибудь нано-банана. Да, про image. Давайте попробуем нано-банана сделать. И нам нужно попробовать в новом чате. Сделай обложку для YouTube-видео, где я создаю свое собственное приложение с помощью нейросетей. Заголовок должен быть «Нейросеть написала чат для нейросетей». Пускай будет так. Здесь нужно написать соотношение сторон 16:9. Ну и все. Пускай будет так. Он сделает какую-то обложку. Мы отправим. Да, у меня здесь... Мгм. Что-то не так пошло. Что можно сделать, чтобы так не было? То есть мы заходим в документацию, заходим в раздел «Руководство», заходим в раздел «Изображение», находим там изображение Nano Banana Pro, да, и вот таким вот образом можно скормить вот эту страницу из документации. То есть можно скопировать страницу документации и сказать ему, так, напишем здесь. Я скопировал страницу из документации, проверь, что мы отправляем правильно запрос и правильно ждем ответ. Пускай будет так. Все, отправляем ему страницу из документации. Он должен проверить, что все действительно окей. Если все окей, то он как бы напишет, что все правильно. Если нет, то он найдет ошибку и попробует ее исправить. То есть исправлять ошибки лучше, конечно, ссылаясь на конкретные страницы документации, потому что это просто быстрее будет и лучше. Ну, а пока мы здесь посмотрим, что он предложит. Так, я ушел на несколько рабочих созвонов и провалился. Я вернулся, доделал генерацию картинок и озвучку. То есть теперь нейросеть может делать и обложки, и озвучку. Видно, что я здесь сделал несколько попыток, сделал несколько исправлений, у меня не сразу все работало, но после нескольких исправлений заработало. Эта картинка не то, что я хотел бы опубликовать у себя на YouTube, но справедливости ради, промпт у меня здесь был такой себе, слабенький довольно. Я свои текущие обложки для YouTube-канала тоже делаю через нейросеть, тоже через Nano Banana, но с совершенно другим подходом и с другим промптом. Если хотите узнать, как я делаю свои обложки, то приходите в мастер-класс, который будет по ссылке в описании. Я записал с нуля, как я создаю такие обложки. Еще я добавил аудиомодуль, то есть научил нейросеть озвучивать текст. Я кидаю текст для озвучки, она мне в ответ Это проверка озвучки текста. озвученный текст в виде аудиоплеера вот такого. Ну и все, дальше это можно развивать куда угодно. То есть я могу оставить это для личного использования, чтобы без VPN работать с нейросетями. Могу отдать это своим друзьям, коллегам, родственникам. Могу открыть это за деньги, то есть выложить это в открытый доступ, чтобы люди могли пополнять здесь баланс. Я с этого баланса могу забирать комиссию и как бы оплачивать все через польза AI в рублях. Ну и, соответственно, сделать из этого такой микробизнес. Полет для фантазии, собственно, ограничивает только полет фантазии вас ограничивает. И если вы захотите тоже так создавать свои сервисы, где будут все вот эти интерфейсы, кнопки, настройки, вы просто объясняете нейросети, что она должна сделать, она для вас пишет код, то приходите на занятия по вейп-кодингу. Я их провожу. По ссылке в описании есть подробности, на каких условиях я их провожу. Меня зовут Артем Исламов, это канал «Лысый из браузера». Если вам понравилось, поставьте этому видео лайк. Все ссылки вы найдете в описании. В комментариях задавайте вопросы, репостните и пришлите тому, кому это видео может быть полезным. И подпишитесь на канал, если интересно смотреть про нейросети, бизнес, работу и жизнь. До скорой встречи в следующих видео. Пока.